Здравствуйте, с вами ваш электрик Владимир. Сегодня узнаем, как найти утечку тока, когда срабатывает УЗО. Методика поиска неисправности и методы ее устранения. Почему в щитке срабатывает УЗО? Есть всего три причины срабатывания УЗО. Первая– это утечка тока. К ней еще обязательно вернемся. Вторая– нажатие кнопки «Тест». Эту причину рассматривать не будем. И третья причина– неисправность самого УЗО, о чем прямо сейчас и поговорим. Прежде чем искать внешние причины отключения УЗО, следует обязательно убедиться в том, что само УЗО исправно. Сделать это просто. Нужно отключить вводной автомат, а затем все провода от УЗО. И попытаться его включить. Не включается? Рычажок падает вниз, значит оно неисправно. Дальше искать, почему отключается УЗО, не нужно. Нужно заменить его на новое, и все будет работать. Если без проводов УЗО включается, то нужно подключить провода питания на УЗО, чтобы убедиться в его полной работоспособности. Включить вводной автомат. Исправное УЗО при этом не должно отключиться. Отключить вводной автомат, подключить к выходу УЗО простую нагрузку, например, лампу, и включить напряжение. Нормально работающее УЗО не должно при этом отключиться. Оно должно отключиться только при нажатии кнопки «Тест». Суть всех этих действий в том, чтобы максимально проверить УЗО без отходящих от него проводов. Если само УЗО полностью исправно, значит УЗО срабатывает на неисправность одной из линий. Определим эту линию. Отключим автоматы всех отходящих линий. Включим УЗО. Если УЗО больше не выбивает, включаем по одному автоматы. Тот автомат, при включении которого УЗО срабатывает, и есть неисправная линия, и ей займемся отдельно. Если же после отключения всех автоматов УЗО выбивает все равно, значит определять неисправную линию нужно иначе. Автоматы на отходящие линии оставим выключенными. Отсоединим все нулевые провода от нулевой шины этого УЗО. Включим УЗО и по одному возвращаем нулевые провода обратно на нулевую шину. Ищем тот нулевой провод, при котором УЗО выбивает. Вот этот провод, и вот почему срабатывает УЗО. Эта линия дает утечку тока с нулевого провода, и УЗО выбивает. Метод отключения нулей от нулевой шины – это наиболее надежный метод узнать, почему выбивают УЗО и какая линия дает эту неисправность. Итак, мы определили, почему срабатывает УЗО. Утечка тока в одной линии. Но каковы причины срабатывания УЗО в этой линии? Вариантов всего два. Утечка тока происходит в самой проводке, или утечка тока происходит во включенном в сеть электроприборе. Чтобы точнее определить источник утечки, нужно вынуть все электроприборы из розеток этой линии и включить УЗО. Если УЗО выбивает все равно, значит проводка этой линии неисправна. О том, как ремонтировать такую линию, тоже расскажу. Если УЗО больше не выбивает, значит один из отключенных только что электроприборов неисправен. Его найти легко, включая обратно по одному все электроприборы. На котором УЗО сработает, тот и неисправен. Когда линия, на которую срабатывает УЗО, точно определена, когда ясно, что неисправность в проводке этой линии, а не в электроприборах, которые в нее включаются, как починить неисправность? Нужно проверить все розетки и распред коробки, не попадает ли в них вода, и не соединен ли фазный или нулевой провод с проводом заземления. Если выявить неисправность не получается, можно отсоединить на щитке провод заземления неисправной линии. После этого УЗО можно включить. При этом УЗО все равно будет защищать эту линию, но степень такой защиты будет меньше, чем прежде. Если и при этом УЗО выбивает, то остается только проложить новую линию. Надеюсь, теперь вы знаете, как найти утечку УЗО и сможете точно определить, почему срабатывает УЗО в доме или квартире.
Если видео вам понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, следите за новыми видео и задавайте вопросы в комментариях. Спасибо. Пока.